Доброго времени суток, уважаемые подписчики. Я вернулся на YouTube спустя очень длительный перерыв. И сегодня у нас с вами будет экскурсия в одно из заводских бомбоубежищ города Рига. Убежище довольно хорошо сохранилось и довольно интересное. Вот такая вот комната. Множество кроватей двухэтажных, как я понимаю, для тех, кто должен был укрываться в этом убежище. Кроватей реально очень много. А вот плакаты гражданской обороны. Защита от инфицирования. Вот тут переносчики инфекционных заболеваний. Насекомые, крысы, вши. Действия в очагах заражения. Инструкция, как правильно одевать противогаз. Вот тут про противогазы очень много всего на самом деле. Индивидуальные средства защиты населения. Вот ГП-5 всеми известный. Детские противогазы. Очень-очень много всего тут. Вот схема дозиметра для измерения радиации советского образца ДП-12. Тут они самые разные были. Вот. Как правильно перевязывать раны, оказывать помощь. Очень много всякой разной информации. Противогаз Хомяк, по-моему, или ШМС. Напишите в комментариях, кто знает. Судя по всему, помещение с резервуарами для воды. Такие вот бочки, в них хранилась питьевая вода. Я в этом, конечно, не уверен точно. Советский телефон, который нужно было крутить для того, чтобы куда-то позвонить. Кстати, совсем не работающий. Измеритель количества ацетона, что ли. Кто знает, ребята, для чего нужна была такая штука. Противогаз ДП-4. Кстати говоря, очень интересный фильтр против углекислого газа. Смотрите, с двойным наконечником. Такой фильтр спасает при пожаре. Потому что обычные фильтра, вот такие вот, в которых внутри уголь, они не спасают при пожаре. А вот этот при пожаре спасает. Жгут тоже для перевязки ран. И очень-очень много кроватей, как я и говорил. Уборная комната. Такая старая раковина советская, унитаз советский. Кстати, дверь закрыта на какую-то проволоку. А тут у нас с вами ящики с противогазами. ГП-5. Тут их довольно много. Ящики с противогазами. Скамейки. Давайте попробуем открыть один из ящиков. В одном таком ящике было 24 таких противогаза. Все вообще в нулевом идеальном состоянии. Еще одна уборная комната. Уже, кстати, с двумя унитазами. Уборная комната, кстати, это на свай, походу. Уборная комната тоже сохранилась с советских времен полностью. Тут очень много таких зеленых ящиков, но они все внутри пустые. Не распечатанные фильтры. Это такие же, как были на том столике против углекислого газа. Еще ящики с противогазом ГП-5. А вот это что-то другое уже, по-моему. Это другой ящик. Те же противогазы. Яркие.
всякого хабара тут очень много, конечно. Это что за ящик такой? Вот это, кстати, очень интересная вещь. Это какие-то треноги для дозиметрических установок, как я понимаю. Но самих дозиметров тут нет, и есть только вот эти треноги. Все в масле с завода, прямо нулевые. Ими ни разу никто не пользовался. Схема установки прибора ДПК-М. Кто знает, ребята, что это, напишите, потому что с такими вещами я сталкиваюсь первый раз. Это ящики, возможно, от аптечек. Куча скамеек. Скамеек тут реально очень много. Наверное, не для всех были лежачие места в этом бункере. И для многих были предусмотрены скамейки. Кстати говоря, еще точно такой же ящик, как я вам уже показывал. Те же противогазы. Вешалка для одежды, очень интересная конструкция, с широкими ногами. Можно было много курток подвесить. Вот, ребята, ящик с противогазными фильтрами. РП-4, если не ошибаюсь. Честно, не знаю, для каких противогазов они были думаны. Но я знаю, что они хорошо взрываются, если их положить в костер. Мои товарищи с Украины любили так развлекаться. Фильтр, вентиляционное помещение. Все ФВУшки сохранились очень хорошо. Мешки с картошкой, да ладно. Походу реально мешки с картошкой. А не, это с упаковками просто. Мешки от чеснока. Но пустые. А это что за сумка? Противогаза. Но эти, конечно, уже гнилые. Это, походу, были ящики с продуктами. И продукты стояли в фильтр вентиляционный, чтобы быть в хорошей сохранности. Тут еще какие-то мешки. Что это за мешок? Что-то замерзшее. Фу! Мешок с солью. Прикиньте, ребята. Огромный пакет соли такой. Так, проходим дальше. Очень узкий проход. Приточная, без фильтров. Такая небольшая комнатка. Огнетушители, судя по всему, тоже старого образца. Много очень всяких указателей. Здание грозит обрушением. Здание повреждено. Очень-очень много разных указателей. Еще один плакат с правилами использования и содержания бомбоубежищ. В мирное время, в военное время. Опять очень много всяких разных ящиков. Опа, какие-то сумки. Это, кстати, что-то интересное уже, походу. Ребята, это, походу, эти комбинезоны или... Как это называется? То, с чего все диггеры тащатся. А, нет, это просто сумка. Я думал, это химзащита. Хотя, знаете, может, это и химзащита. Но, судя по всему, это обычная сумка. Возможно, водонепроницаемая. Опять противогазы ГП-5. Кто-то пытался взломать ящик, но не доломал. И 5-й противогаз из него торчит. Наверное, увидел 5-й противогаз и перестал взламывать ящик. Кстати говоря, часть убежища переделана под архив. Сумка с фильтрами. О, кстати, один из фильтров, походу, разбился. Из него высыпался такой порошок черный. Вот, ребята, ящик с такими жидкостями против радиации. Такая жидкость наносилась на кожу и защищала кожу от радиации. Какие-то странные звуки.
Блин, стрёмно на самом деле, потому что завод, которому принадлежит это убежище, он очень охраняемый. В любой момент может прийти охранник. 80-й год. Значит, что убежище довольно позднее. Потому что многие убежища строили уже и в 60-е годы. Вот еще какой-то интересный ящик. Защитные маски на лицо. Респиратор R2. Охренеть, весь новый. Даже не покрошившийся. Вот это находки, конечно. 150 респираторов в таком ящике было. Извиняюсь за помехи в кадре. Давно не снимал ничего, уже разучился это делать. Так. Очень много советских носилок. Носилки для больных. Да. 5/5 противогаза. Мне не нравятся вот эти звуки от двери. Что там пощелкивают постоянно. Ладно, будем надеяться, что все хорошо. И мешки с сахаром. 50 килограмм сахара. Неизвестно, есть ли в них сахар. Я как-то не очень хочу проверять. Но запасы сахара тут когда-то были или есть до сих пор очень богатые. Убежище номер 2. Его вместимость составляла 193 человека. То есть этот бункер был предназначен для 193 человек. Ладно, ребята, я, наверное, буду потихоньку собираться и отсюда уходить, пока ко мне никто не пришел. Потому что место действительно очень стрёмное. Всем спасибо за просмотр. Спасибо, кто меня смотрел, кто меня поддерживает активом. Кто знает, может быть, я продолжу вам снимать видео, как в старые добрые времена. А может быть, пару видео сниму, потеряю всякий энтузиазм и опять заброшу канал. Все зависит только от вас. Хотите вы, чтобы я снимал видео, не хотите. И тогда, если я увижу, что будет много актива, тогда я, возможно, для вас что-нибудь еще поснимаю. Сейчас время с вами прощаться.